Здравствуйте, дорогие друзья! Без долгих вступлений начинаем строить ферму морковки или картошки, это без разницы. Пояснять детали буду уже в процессе, дабы не растягивать и без того не короткий ролик. Итак, соорудив столб от уровня земли на 3-5 блоков, на него ставим любую доступную вам ступеньку. От ступеньки в каждую из сторон по 4 блока земли или травы, это также без разницы. У вас должен получиться ровный квадрат. Квадратов нужно сделать 4. Сооружаем их таким образом, чтобы два угла каждого из них касались соседних двух. После этого по периметру получившейся конструкции начинаем выкладывать основы будущих стен. Материал выбирайте любой из доступных вам твердых блоков. Я выбрал блоки железа, просто для наглядности. Вы же в своем выборе не ограничивайтесь. Пока идет процесс, хочу поблагодарить за предоставленную идею игрока под ником Инсургента. Именно он разработал и протестировал эту схему. После создания каркаса стен заполняем их любым стеклом. Можно, конечно, сделать и непрозрачные поверхности, но тогда мы не сможем контролировать процессы, происходящие внутри фермы. В блоке ступеней не забудьте налить воду. В этой версии ступени и вода могут находиться в одном блоке, что, как видите, упрощает нам работу. Вода нужна для орошения планируемых грядок. В центральном пустом квадрате строим перекрестие из любых светящихся блоков, будь то светокамень или морской фонарь. Важный момент – это люки, которые нужно поставить внутри перекрестия. Я выбрал люки с рисунками ручки, чтобы вы видели направление их открытия. Но вы в своем выборе не ограничивайтесь. В результате у вас должна получиться вот такая конструкция. После этого не забудьте убрать по одному блоку с каждой стороны. Они уже не нужны. Через эти отверстия ваши работники будут скидывать урожай. Следующим этапом сооружаем внутренние стены по аналогии с внешними. Все по тому же принципу. Я уже говорил в прошлых видео о том, что механика работы жителей сильно изменилась в версии 1.14, и потому пришлось заново разрабатывать принципы работы ферм, в которых задействованы жители. Кто еще не видел, рекомендую посмотреть ролик о ферме железа. Мы с Инсургента в данный момент умудряемся выпускать гайды на эти темы раньше всего YouTube, что лично меня удивляет и радует одновременно. Не забудьте подписаться и включить колокольчик, и тогда у вас появляется уникальная возможность узнавать все новинки самыми первыми в Рунете, или даже в мире, как бы громко это ни звучало, но пока это так. После внутренних стен ставим 4 стеклянных блока в центре. Это нужно сделать заранее, до того, как вы посадите туда жителя. Ставим компостеры по периметру здания. С двух сторон каждой из 4 получившихся у нас секций. Многие из вас уже догадались, что по сути тут комплекс из 4 маленьких ферм, объединенных в одну. Это сделано только ради увеличения дохода. Над компостерами ставим по блоку стекла или что-то иное, на чем не спавнятся мобы. Скапываем грядки и сажаем в первый и последний раз морковку или картошку, в зависимости от того, что вам нужно на выходе. Этот процесс всем давно известен и понятен. После этого начинаем оборудовать потолки. Третьим по диагонали ставим свет.
Я использую светокамень, но тут дело вкуса. По 4 точки света на каждый сектор комплекса. Оставшуюся плоскость закрываем твердыми блоками. В самом центре потолка важно разместить компостер. Тем из вас, кому нужен результат в виде работающей схемы, рекомендую повторять все действия. У любителей теории есть возможность обсудить все нюансы в комментариях. Не стесняйтесь, пишите, мы ответим всем и каждому. В заключительном этапе расставляем жителей. В центре я поспешил ставить компостер. Сперва туда надо помещать жителя. Он должен быть обязательно голоден, иначе все предыдущие ваши труды будут пустыми. Ферма не будет работать. В каждый из 4 секторов помещаем по жителю и обязательно закрываем оставшееся сверху отверстие стеклом. Ну вот, собственно, и все. Вам остается ждать, и спустя некоторое время ферма начнет приносить урожай. С версии 1.14 жители работают не постоянно, а периодами. Но даже при этом такая схема приносит за игровые сутки порядка 2 стаков еды. Помимо постройки самой фермы, обращу ваше внимание на то, что вокруг нее рекомендую не ставить поблизости колокола и кровати. До конца этот момент не изучен, поэтому нет уверенности, что они не будут влиять на работу фермы. В нижней части место приема лута оборудовать можно либо воронками, либо потоком воды. Тут уже на ваше усмотрение. Карту отлаженной фермы я прилагаю, ссылка в описании. Надеюсь, вы нашли это видео полезным, и мы трудились не зря. Так что жду от вас лайк и подписку, кто еще не подписан. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!